Всем привет, Джейсон снова на связи. Давненько у меня не было на обзоре Метаву корпусов в белом цвете, поэтому исправляю данную ситуацию и представляю вам Antec NX800. Встречайте! Этот просторный отель для комплектующих имеет такие габариты. Длина 470, ширина 230, высота 500 мм. И начну сразу с предустановленных вентиляторов. Здесь их 5. На передней панели закреплены два 200 мм пропеллера. На верхней два 140 мм и еще один такой же на 140 мм закреплен на задней панели. Все они имеют яркую встроенную RGB подсветку. К сожалению, информации, на каком подшипнике выполнены и какая у них скорость вращения, нет. У 200 мм толщина рамки составляет 25 мм, длина кабеля 560 мм. Демпферов по углам нет. У 140 мм толщина такая же 25 мм и длина кабеля тоже 560 мм. Демпферы присутствуют только с передней стороны. Коннектор у всех вентиляторов используется своеобразный шестипиновый. В корпусе имеется контроллер, который закреплен двумя винтами на задней части поддона для материнки. В него можно подключить до 6 совместимых вентиляторов. Подключается к БП с помощью вот этого кабеля. Его длина 300 мм. Разъем подключения SATA. Контроллер дает питание на вентиляторы, а также управляет той самой встроенной в них RGB подсветкой. Предусмотрено два варианта управления. При помощи кнопки LED с верхней панели, она подключается вот сюда, или при помощи совместимой материнской платы. Поддерживается управление через Gigabyte Fusion или Asus Aura Sync и аналогичные решения других производителей. Для подключения используется вот такой кабель-переходник длиной 600 мм. Для того, чтобы переключить контроллер в режим синхронизации с материнкой, нужно удерживать нажатой кнопку LED в течение 3-6 секунд. И это будет означать, что контроллер перешел в режим синхронизации с материнкой. Чтобы вернуться в режим управления с контроллера, нужно просто один раз нажать на кнопку LED. Если же нужно полностью отключить подсветку, то держим кнопку LED более 6 секунд. Подсветка будет выключена. Для ее включения также делаем одинарное нажатие на кнопку LED. Кстати, в комплекте с корпусом идет вот такой переходник длиной 150 мм. И если его подсоединить в оставшийся свободный разъем на контроллере, то в него можно будет подключить, к примеру, подсветку от процессорного гулера или светодиодную ленту. Ну и давайте завершим вопрос с охлаждением вот таким слайдом. Итого получается, что на задней части шасси корпуса здесь можно разместить один вентилятор на 120 или 140 мм. И таких же размеров здесь можно разместить радиатор СЖО. Сверху уже поместятся либо два 120, либо два 140 мм вентилятора. Радиатор СЖО поддерживается вплоть до 280 мм. Этому здесь способствует расстояние между верхним краем материнки и верхней панелью, которая составляет 52 мм. Сверху вентиляционные отверстия прикрыты пылевым фильтром на магнитах, выкрашенным в цвет корпуса. Спереди можно разместить 320 либо 340 мм вентилятора. Ну и конечно про две 200 не забываем. К ним, кстати, есть уточнение, их толщина не должна превышать 25 мм. Радиатор СЖО поместится вплоть до 360 мм, но учитывайте его толщину, так как для установки здесь выделено 32 мм. Со стандартными радиаторами, у которых толщина 27 мм, проблем не будет. Радует, что для передней части шасси корпуса здесь также имеется съемный пылевой фильтр на магнитах. Массивная передняя панель выполнена из матового пластика. Крепится к шасси корпуса на стандартной защелке. Центральная часть, а также боковые вставки — это металлическая сетка с достаточно крупными ячейками. Никаких проводов в передней панели не подходит, поэтому почистить ее будет не проблема. Внешние порты и кнопки, как вы могли заметить ранее, расположены на верхней части шасси корпуса. И если смотреть слева направо, первой будет кнопка включения, затем идут индикаторы питания системы и активности накопителей, далее кнопка перезагрузки, кнопка управления подсветкой, пара разъемов USB версии 2.0, разделенные между собой аудиоразъемами для подключения наушников и микрофона, ну и заканчивает вереницу еще один разъем USB, только уже версии 3.0. На задней панели находится 7 горизонтальных несъемных заглушек, то есть их придется выламывать, если вы решите туда что-то установить. Кстати говоря, в комплекте имеется дополнительно 4 съемные заглушки. Прижимная планка крепится одним винтом с накаткой и также имеет 3 вертикальные несъемные заглушки. Это дает возможность закрепить здесь видеокарту вертикально, причем вплоть до 3-слотовых вариантов. Райзера для такой установки в комплекте не предусмотрено. Ну а если все-таки решите так установить видеокарту, то для удобства установки присматривайте райзер типа L длиной где-то 240-245 мм. Окошко для установки блока питания находится внизу. Закрепить его можно только вентилятором вниз. На нижней части корпуса расположены две крупные пластиковые ножки с мягкими вставками. Высота ножек составляет 27 мм.
Небольшой пылевой фильтр под блоком питания имеется. Вентиляционные отверстия под ним крупные. Правее находится винт с накаткой, который удерживает съемную корзину для накопителей внутри корпуса. Левая боковая панель — это тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм. Его размеры 390 на 467 мм. Панель прикручена к корпусу на два винта с накаткой. На внутренней части по двум сторонам приклеены металлические направляющие. Переходим к внутренней части корпуса. На кожухе ближе к поддону имеется два отверстия для кабель менеджмента. На всякий случай напомню, расстояние от передней части до начала крышки кожуха составляет 32 мм. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ATX, Micro ATX, ATX и Extended ATX. И для их крепления в комплекте идут 12 стоек, 6 из которых уже вкручены на свои места, а еще 6 лежат в пакетике с дополнительным крепежом. Кстати, по комплекту у меня вопросов нет, крепежа здесь более чем достаточно. Производитель рекомендует устанавливать сюда видеокарты, максимальная длина которых не превышает 350 мм. И как видно, здесь есть еще запас в пару сантиметров, если спереди не будет установлен радиатор СЖО или вентиляторы. А это дает нам возможность разместить здесь любую актуальную на данный момент видеокарту. Рекомендуемая производителем максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 180 мм, и я бы сказал, что по моим замерам к этой цифре здесь можно спокойно добавить еще 3-4 мм. А это позволяет на данный момент времени разместить здесь любой воздушный кулер, который имеется сейчас на рынке. Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено в среднем 20 мм свободного пространства. Отверстия для кабель менеджмента имеются в достаточном количестве. Также здесь есть пара мест для крепления двух 2,5 дюймовых накопителей. Правая панель фиксируется стандартным образом при помощи двух винтов с накаткой и оснащена небольшим выступом для облегчения демонтажа. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,7 мм. В месте установки блока питания есть пара демпферов. Рекомендуемая производителем максимальная длина блока питания не должна превышать 200 мм, но это при установленной корзине для накопителей. Этого расстояния хватит для установки большинства стандартных блоков питания. Если же корзину убрать, а делается это откручиванием всего одного винта с накаткой, который, как вы помните, находится на нижней части корпуса, то поместится и более длинный блок. Радует, что корзина крепится к корпусу через 4 резиновые проставки, которые играют роль демпферов. В нее можно установить 3 3,5 дюймовых диска, плюс еще сверху имеется отверстие для крепления одного 2,5 дюймового накопителя. Еще два 2,5 дюймовых диска можно закрепить с помощью вот этих съемных пластин. Слева они закреплены одним винтом, а справа вставляются в специальные пазы. Все отверстия в корпусе либо завальцованы, либо выполнены аккуратно и без острых граней. Имеется большое количество выступов для крепления кабелей стяжками. Ну а теперь, дабы показать, как может выглядеть сборка в этом корпусе, я перекину в него комплектующие из своего повседневного ПК. Но будет одно существенное изменение. Это вот такая красавица ROG Strix RTX 3080 White Edition, которую мне предоставила компания Asus конкретно для этой сборки, за что им огромное спасибо. И конечно, я ее хочу здесь разместить вертикально, так как со стандартным расположением, учитывая все, что было сказано по корпусу выше, здесь проблем не будет. Итак, приступаю к сборке. И тут чуть все не накрылось медным тазом, так как кулер Deepcool AS500 сам по себе достаточно широкий, видеокарта также широкая, и в таком варианте вертикальная установка видеокарты здесь просто невозможна. Они друг в друга упираются, и на этом все. Так как у меня есть еще вот такой более компактный по ширине кулер от 2E, решил попробовать установить его и посмотреть, что будет. Но и эта попытка не увенчалась успехом, все равно видеокарта упирается в кулер. Остается последний вариант, это система жидкостного охлаждения Asus ROG Strix LC240RGB, которую я еще не успел вернуть производителю после недавнего обзора на корпус ROG Z11. Кстати, если вы его еще не смотрели, то в описании под этим видео будет ссылочка. Рекомендую к просмотру, очень необычный и редкий корпус. И да, как вы уже заметили, СЖО черного цвета, но в моем варианте особо выбирать не приходится, поэтому продолжаю сборку. СЖО буду устанавливать на переднюю панель, так как хочу, чтобы все корпусные вентиляторы остались на своих местах. В общем, удалось установить радиатор, даже не снимая вентиляторы с передней панели. Просто использовал для этого тонкую отвертку. Получился вот такой бутерброд. Что получится по температурам, обязательно посмотрим после того, как завершу сборку. Так как после установки видеокарта будет нагружать вот это место, постараюсь придумать под нее какую-то подставку.
Как я и говорил, видеокарта тяжелая, поэтому подставка нужна. Нашел у себя в закромах вот такие два пластиковых цилиндра. Они, если я не ошибаюсь, остались от крепления для телевизора на стену. И 4 вот таких резиновых демпфера, которые остались от одного из моих старых корпусов. И пока все оставил вот в таком варианте, но чуть позже покажу уже, так сказать, финальную версию. Осталось только подключить доп. Питания к видеокарте. Сборка завершена. Так выглядит задняя панель. А вот так получилось прибраться с кабелями. И как по мне, выглядит все это дело весьма неплохо, учитывая какой ворох кабелей здесь был изначально. Главное, ничего нигде не выпирает, и боковая панель устанавливается на свое место вообще без каких-либо лишних напрягов. Финальная версия подставки теперь выглядит вот так. Это все те же два пластиковых цилиндра и два резиновых демпфера. Один снизу и один сверху. И в таком варианте получившаяся подставка меня более чем устраивает. После 30 минут одновременного стресс-теста AIDA64 плюс FurMark, нескальпированный процессор Intel Core i5-8600K, разогнанный до частоты в 4,7 ГГц, максимально прогрелся до 72 градусов. Видеокарта Asus ROG Strix RTX 3080, судя по FurMark, также максимально увидела температуру в 72 градуса. И такой результат для этой системы я считаю просто отличным. В общем, мне корпус понравился, собран качественно, внешне с установленными в него белыми комплектующими будет выглядеть просто космос. Корпус вместительный и производительные габаритные комплектующие для него не проблема. Разве что если захотите установить видеокарту вертикально, нужно будет докупить райзер и заранее продумать систему охлаждения для процессора. Пылевые фильтры везде где нужно имеются, демпферы под блоком питания и между корзиной для накопителей и корпусом присутствуют. Плюс мест для размещения накопителей просто навалом. С кабель-менеджментом проблем также никаких. Набор вентиляторов из коробки просто зашкаливает. Единственное, чего мне не хватает, это регулировки скорости их вращения. Хотя бы самой простой, в виде переключателя на 3 положения, по типу минимум, среднее и максимум, так как они мне кажутся немного шумноватыми в режиме простой АПК. В играх они из общего шума системника не выделяются вовсе. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, было интересно и полезно. Ссылочки с актуальными ценами на данный корпус найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Для вас это пара кликов, а для меня и моего канала это огромная поддержка. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!